Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. Сегодня отличная погода. Вон какое солнышко, видите? Я даже хотела записывать видео вот так, но как-то оно очень меня слепило. И это послужило причиной того, что я сделала мерцающую красотку, но обо всем по порядку. Как и обещала ранее, мы понемножку будем разбирать разные принципы плетения сумочек, разные дизайны, работать с различными материалами и испробуем разные техники плетения. Но все постепенно. Сегодня сплетем сумку сердце из одних из самых интересных бусин, что мне довелось встретить. Изначально я начала плести ее на 2 иголках, но по некоторым причинам все пришлось переплетать. Забегая наперед, скажу, что в следующих моих видео с сумочками мы попробуем совершенно иной способ плетения. Не стану больше вас томить, давайте приступать к работе. В этот раз я буду использовать вот такие мерцающие бусинки в объеме 14 мм. В конце видео скажу точное количество затраченных бусин. Нарисовала схему, да и не просто распечатала, а выводила каждый кружочек и зарисовывала его краской. Все с любовью для нашего с вами нового видео. На схеме мы сможем отмечать проплетенные крестики, а также понадобятся ножницы, длинная иголка, рыболовная леска 0,45 мм, прозрачная, тарелочка или любая другая емкость, в которую мы будем насыпать бусины, и различная фурнитура. В конце мы подберем уместную. Ну и еще, возможно, пригодятся плоскоубцы. Берем бусины и наполняем наши тарелочки. Обязательно нарисуйте, распечатайте или заскриньте схему. Это значительно упростит плетение. Камера не передает ни цвет бусин настоящий, ни цвет на схеме, но ничего страшного, погнали плести. Видит Бог, эту сумочку я хотела сплести на 2 лесках. И схему уже порисовала, и концы лески покрасила. И вроде ничего так, но бусинки большие, плюс 2 лески в руках, вообще не получалось снимать так, чтобы было отчетливо все видно. Поэтому все расплела. Отмеряю новый отрезок лески, где-то 160 см. Заправляю в иголку. Иголку лучше поискать ровную, без больших перепадов, вот тут на ушке. Нанизываю первую, вторую, третью и 4 бусины. Спускаю их по леске. И завожу иглу в первую, таким образом, чтобы круг сомкнулся. Спускаем этот крестик вниз по леске. Оставляем где-то 20 см лески, она нам еще понадобится. А основной леской обходим эти 3 бусины, чтобы встретиться со вторым концом. Теперь завязываем крепкий двойной узелок. Леской, что покороче, ныряем в ближайшую бусину и прячем узелок внутрь этой бусины. Вот так должно получиться. Так я буду держать плетение. Давайте отметим это все на схеме. Вот мы закрепили и сделали первый крестик. Выходим иглой в верхнюю бусину. И с нее набираем 3 бусины для второго. Поднимаемся на бусинку выше, поскольку крестик плетем сейчас вверх. Набираем 3 бусинки. В этой партии были смешаны 2 вида бусин. У них был разный перелив цвета. Спускаем по леске и заходим в исходную бусину с противоположной стороны. Образовался второй крестик. Сейчас нам нужно перейти на второй ряд, поэтому выводим иглу в правую боковую бусину. Каждый шаг подсматриваем и отмечаем на схеме. Набираем 3 бусины и заходим в исходную с противоположной стороны. Получается вот так. Проходим верхнюю бусину этого крестика и наращиваем сверху еще одно звено. Пронизываем исходную бусину с обратной стороны. Это мы сделали. Затем спускаемся ниже на 3 бусинки. 1, 2 и 3. Сейчас у крестика есть 2 стенки, поэтому добираем только 2.
Обходим крестик по кругу, чтобы выйти в нижнюю бусину по направлению нашего плетения. Это сплели. Для нового крестика будем набирать 3 бусины. Набрали. Заводим иглу в исходную. И спускаемся в правую выступающую бусину для перехода на 3-й ряд. Каждый новый крестик ряда – это всегда 3 бусины. Протягиваем. Это наш промежуточный результат. Выходим в нижнюю бусину и наращиваем здесь крестик. Это сделали. Теперь поднимаемся на 3 бусины выше. 1, 2, 3. Как будто бы цепляемся за стенку. И уже здесь у крестика снова есть 2 стенки. Набираем только 2 недостающие бусины. Заводим иглу по кругу и поднимаемся в верхнюю бусину. Смотрим на схему. Этот мы сделали, и нужен еще один. Ведь здесь рисунок идет на спад. Для этого крестика набираем 2 бусины и заводим иглу по кругу, формируя звено. Все как на видео. Для перехода в новый ряд спускаем иглу в нижнюю выступающую бусину. Набираем 3 и формируем крестик. Спускаюсь в нижнюю по направлению плетения. Хорошенько подтягиваю и не забываю отмечать на схеме. Для следующего набираем 2 бусины, ведь 2 стенки уже было. Протягиваем. Спускаемся ниже на 3 бусинки и формируем в этом ряду еще 2 звена. Для первого добираем 2 бусины. Ну а для второго 3, поскольку этот крестик на весу. Заводим иглу в исходную. И вот половина сердца, экватор. Этот есть и этот тоже. Поднимаемся выше в выступающую бусину. Набираем 3 и формируем первый крестик нового ряда. Поднимаемся в верхнюю, поскольку ряд сейчас плетем вверх. Набираем 2 бусины и заводим иглу в 2 существующие. Поднимаемся вверх на 3 бусинки и цепляемся за стенку. Отмечаю на схеме. Мы всегда ходим по кругу. Сейчас мы здесь. Нужно сделать еще 2 крестика в этом ряду. Для первого добираем 2 бусинки. По классике поднимаемся в верхнюю. И крайний крестик в этом ряду 3 бусины. Заходим в исходную и хорошо подтягиваем. И выводим леску в правую выступающую этого крестика. Вы только посмотрите ближе на это мерцание. Меня очень поглощал и затягивал процесс плетения и этот блеск. Новый предпоследний ряд. Набираем 3 бусинки, заводим иглу в исходную. Крестик готов. Поднимаемся в верхнюю, с нее наращиваем крестик в высоту. И на этом этапе у меня закончилась леска. Немножко не хватило. Для того, чтобы закрепить, мне нужно встретиться 2 концами лесок в центре заготовки. Вывожу одну, затем вторую к ней.
и завязываем двойной узелок. Хорошо подтягиваем. Одним из концов лески прохожу в бусину и затягиваю узелок также внутрь бусины. И каждым из концов проходим еще в 2-3 бусины. Обрезаем. Новым отрезком лески обхожу по кругу крестик, на котором закончилось плетение. Завязываю двойной узелок. Прячу узел внутрь бусины. Заправляю леску в иглу и спускаюсь вниз по рисунку для продолжения плетения. Набираем 2 бусины, поскольку 2 стенки уже есть. Обходим по кругу и спускаемся на 3 бусины ниже, как мы это делали ранее. Делаем последний крестик этого ряда, набирая 2 бусины. И в последнем ряду будет 2 крестика. Обходим крестики 8. Для первого набираем 3 бусины. А для второго 2. Хорошо подтягиваем, и для закрепления мы снова будем встречаться лесками, завязывать и прятать узелок. На этой логике построен данный способ плетения. Девчонки, хочу немножко посекретничать с вами и приоткрыть ту сторону моей жизни, которая не касается рукоделия. В нынешнее непростое время очень тяжело сохранять спокойствие, гармонию и вообще не потерять здравый рассудок. Да еще и к тому же быть энергичной, наполненной и в ресурсе, как сейчас принято говорить. И это сейчас не реклама, а мое личное желание рассказать вам о реально действующем методе. Уже несколько месяцев я состою в одном телеграм-марафоне, в котором за это время я научилась больше прислушиваться к себе и подсвечивать вниманием на те позитивные события, которые происходят в моей жизни. А чудес? Сколько стало чудес! Весь этот марафон проходит по авторской программе трансформационного планера книги. Счастье — это выбор, который я принимаю здесь и сейчас. Дата и подпись. И я уже так ждала, я 2 месяца прохожу этот марафон, но я ждала, чтобы показать это все вам, только потом уже рисовать в этом планере. Наконец-то! Я просто очень опаздываю с моим видео. Подождите, я не все сказала. Будем распечатывать. Как пленочка с айфона. Я-то знаю, что внутри. Я-то знаю. Первым бросается в глаза сверкающий конверт, внутри которого лунный календарь на целый год. Далее мотивационные наклейки. Я выбираю свои мысли. Я живу в изобилии и счастье. Я магнит для самых лучших людей этого мира. И, конечно же, сам планер. Посмотрите на качество обложки. Золотые уголки. В наборе еще есть наклейки для выполнения заданий, конверты и листочки для писем. На каждой странице есть полезные задания, следуя которым изменения в вашу жизнь придут мгновенно. Все актуальные ссылки на планер и его куратора я оставлю в описании под этим видео. Заглядывайте. Дальше вы знаете, что делать.
Это сердечко покорило мое сердечко. Ну и, конечно, для сумочки нам нужно будет 2 таких заготовки. На одной я уже укрепила край, а на второй покажу вам, как это сделать. Видите, между крестиками здесь зазоры. А мы сделаем так, чтобы они исчезли. Берем леску где-то 120 сантиметров, заправляем в иголку. Заходим в верхнюю выступающую, к примеру, как я, и придерживаем второй край, никак его не закрепляя. Иглой проходим через все крайние бусинки, как будто бы рисуем окантовку. А вот на этом этапе мы не можем пойти сразу вниз, иначе будет видно переход лески. Поэтому мы просто по ходу плетения спускаемся в самый нижний крестик. А вот уже с него пойдем вверх. Этот прием поможет сделать рисунок целостным и даже более плотным. То же самое мы повторим и со второй половинкой сердца. А когда вышло солнце, я увидела солнечные зайчики, которые исходили от моих заготовок. Это выглядело очень сказочно. Увы, камера и половины не передает. Пришло время соединить заготовки. Для этого складываем их вместе и определяем высоту боковой стенки. Я думаю сделать вот отсюда. Будем комбинировать техники и сплетем стенки на 2 лесках. Ну, на одной, но 2 концами. Набираем 1 бусину. И заходим лесками в зеркальные бусины на 2 заготовках. Чтобы это набранное оказалось посередине. Все как на видео. Складываем вместе и выравниваем концы лесок. Снова набираем 1 на любую из сторон. И второй леской проходим крест-навкрест. Протягиваем. Получился крестик. Каждой леской пронизываю ближайшую выступающую бусину. Снова набираем 1 на любой из концов и пронизываем крест-навкрест. Подтягиваем. Прохожу первой леской выступающую бусину, второй. И этот процесс снова и снова повторяется. Набираем 1, пронизываем крест-навкрест, подтягиваем. Постаралась поставить заготовки вертикально, чтобы отчетливее было видно каждый шаг. Посмотрите, как красиво получается. И этот принцип сохраняется до конца. Набрали 1, пронизали крест-навкрест, прошли обеими лесками в ближайшие выступающие бусинки и снова набираем 1. И опять все по кругу. Очень красиво вырисовывается узор. Одна бусинка проваливается глубже, вторая нет. Тем самым торцы нашей сумки сердца выглядят нежно и ненавязчиво. И плетем мы так, поднимаясь бусинка за бусинкой до момента, когда сравняемся с первой половинкой. Выводим лески в центр и закрепляем их. Ой, мне очень нравится. А ведь можно еще чехольчик пошить какой-нибудь атласный. По бусинкам, смотрите, это все, что у меня осталось. И я все думала, какой же ремешочек я к ней вижу. Ведь она совершенно необычная и не похожа на ни одну из моих предыдущих. И в этом весь кайф. Так, ну давайте думать вместе. У меня есть карабины в золоте и серебре и целая горка золотых цепочек. Это мне приглянулось. Интересно, вы бы догадались, что это был браслет? Эта цепочка не подходила под карабины. Эта тонкая слишком теряется.
Это отдельные ручки сразу на карабинах. Неплохо. Следующие два варианта мои новенькие с AliExpress. У этой цепочки есть грани, которые красиво сверкают. Неплохо, но мне не хватает ширины. Вторая сверкает еще лучше, но по этой же причине была отклонена. Выбирала между этими двумя. И выбор упал на ручки с карабинами. Они у меня уже больше года, и наконец-то мне нравится, как удалось их применить. Вешаю ручки за все 4 карабина и думаю, какое крутое решение. Ведь таким образом всегда можно заменить цепочку на длинную, к примеру, и это полностью изменит восприятие сумочки и умножит варианты того, как и с чем ее можно будет носить. Сумочка сверкающая, и она не требует дополнительных нашивок, но мне очень захотелось добавить маленькую изюминку. Среди подвесных брелочков нашла золотое сердечко, и оно также на карабине. Вешаю его на уголок сумки. И естественно, оно также будет съемным. Мне очень нравится результат, она абсолютно необычная во всем. Форма сердца, текстура бусин и их блеск, ручки и их узор, длина, форма. Так еще и возможность трансформировать сумку с помощью разных видов ручек и подкладок внутри. Кайф! Напишите, пожалуйста, как вам такая сумочка и куда бы вы с такой пошли. Поставьте лайк за мои старания и подписывайтесь, если не сделали этого ранее. Это поможет вам первыми увидеть мои следующие ролики. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.